Маленький городок, хранящий в себе множество тайн и легенд. Но одна из этих легенд стала реальностью. Кровавой реальностью. Хей-хей-хей, друзья, с вами Сэдго. И добро пожаловать на новый видеоролик по Дасквуду. Вчера вышел новый 8-й эпизод. И вчера же он был мною пройден. И там было очень много новой и интересной информации. И сегодня мы об этом с вами поговорим. Отдельно выражаю благодарность российскому комьюнити по Дасквуду, ведь без них сегодня бы не вышел данный видеоролик. Ну что ж, не будем тянуть, поехали! Перед тем, как мы приступим, давайте освежим память и вспомним, что было в прошлом эпизоде. Во-первых, арестовали Фила, уверен, многие были этому удивлены. Во-вторых, вернулся Джейк, этому были все рады. Третий, появляется новая информация о теле девушки, которую мы нашли в одном из эпизодов. Имя жертвы Эмми. A missing girl and a body in Duskwood's forest. What looked like it was a clean-cut case now appears to be more complicated. At today's press conference, the police broke their silence for the first time and announced details about the running investigation. The deceased was identified as Duskwood local Emmy Belle Lewis. The young woman's body was found a few days ago by a man who was going for a walk in the forest. Possible ties to the recent disappearance of the missing Hannah Donford were neither confirmed nor denied by police officials. Четвертая, Джесси встретилась с Айрис, дочкой Дженнифер, которая погибла 10 лет назад. Пятая, Ханна хотела посетить некого заключенного Теда Мадруга. И шестое, мы потеряли Ричи. Hello? Hello? Hannah? И начнем с самого первого вопроса, что же с Ричи? Жив ли он вообще? К сожалению, на этот вопрос точного ответа никто не может дать. Особенно после того, как мы отправили Томаса в лес, чтобы его найти. I think you should take a look at this. Feathers? It's a trail. What the hell? Please be careful, Thomas. It's Richie's cap, isn't it? А зачем человек без лица оставил эту кепку? С целью запугивания? Или показать, что Ричи еще жив? Скорее всего и то, и другое, но точного ответа нету до сих пор. Теория насчет того, что Ричи еще жив, была выдвинута одной из участниц данного сообщества российского Дасквуда.
Хотя, на самом деле, это очень трудно как-то аргументировать, и ответов здесь просто-напросто нет. Да и в принципе-то, это очень сложный эмоциональный момент. Не верится в то, что действительно Ричи погиб. Хочется верить, что он еще жив. Также обратите внимание на то, что по легенде Человек без лица нападает только в первое новолуние года. Но здесь нападение произошло явно не в первое новолуние, а днем. Значит, что-то здесь не так. И кто-то годами выносил план мести. Опять же, повторюсь, что это лишь догадки, теории, слухи, но точного ответа пока никто не может дать, кроме самих разработчиков в следующих эпизодах. Ну а мы плавно переходим к теме Эмми. Эмми. Юная красавица, которая, возможно, многим бы понравилась сразу. Но ее жизнь также оборвалась. Но оборвалась только кем и почему? Конечно, об Эмми хотелось бы узнать много чего интересного. По мнению друзей, она была очень жизнерадостной и ходила на кружки рисования. Но этого все равно было мало, чтобы продвинуться в данном деле. И в итоге главный герой вместе с Джейком выясняют, что на одном из форумов, который посвящен в основном мистике, легендам и тайнам, есть тема про человека без лица. Некая девушка интересовалась этим человеком. Но в ходе прочтения форума выясняется, что интересуется не лично эта персона, а ее подруга. Возникает вопрос, а что же это за подруга? И вскоре становится лишь ясно, что тема, скорее всего, была создана Эмми. Почему скорее всего? Да потому что, посмотрите, Эмми и Ханна очень похожи внешне друг на друга. Это что ж такое-то получается? Человек без лица охотится за самыми красивыми? Нет. Здесь совсем другое дело. Теперь давайте немного с вами помыслим. Айрис, мать Дженнифер, рассказала Джесси, что Ханна приходила к ним. И Ханна считает, что за ней идет человек, который убил Дженнифер. То есть преследует. А тогда подумаем внимательно. А возможен ли такой вариант, что и этот же человек преследовал Эмми? Согласитесь, жутковато такое услышать, не так ли? Наш главный персонаж решается также внедриться в данный форум и узнать наконец-то всю возможную информацию от одного из администраторов. И он все-таки выходит с нами на связь. И после он дает нам номер, который принадлежал Эмми. И именно тогда становится ясно, в последнем номере в детализации звонков Ханны была именно Эмми. Страшное совпадение, не так ли? Казалось бы, самое интересное уже позади, но что тут можно было еще ожидать? Не тут-то было. Угадайте, кто позвонил с 3 раз? Фил. Да, Фил, старый знакомый наш, который был задержан почему-то, и мы не знали адекватно почему. И он позвонил и сказал, что его задержали по делу возможного соучастия в смерти Дженнифер. А как оказалось, его привязывают по связи к бывшему владельцу бара Авроры, по совместительству с отцом Дженнифер. Ну, я думаю, на этом можно и закончить сегодняшнюю первую серию, потому что материала было очень много, и мыслей, и теорий различных, информации прямо ее очень много. Сейчас вам самое главное переварить, как-то выдвинуть еще свои гипотезы. Также я крайне рекомендую самим пройти Duskwood, если вы этого еще не сделали. Ну и если вам понравился сегодняшний видеоролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставляйте любой комментарий. Ну а с вами был Сэдго, не болейте, всем удачи и всем пока.